Всем привет! С вами Лиз Саран. Добро пожаловать на мой канал. Наконец-то в Питере наступила весна, и вместе с ней у меня появилось вдохновение добавить немного этого весеннего настроения и уюта в свое рабочее место. Я давно хотела снять что-то вроде стол как из Pinterest или сетап из Pinterest, и вот, видимо, этот момент настал. У меня как раз накопилось немного интересных посылок с AliExpress на эту тему, так что устраивайтесь поудобнее. Видео обещает быть интересным, весенним и очень атмосферным. И первая вещь, которую я сегодня распакую, это лампа от Divum Planet 9. Я давно хотела себе что-нибудь от Divum, но мне всегда казалось, что их такой немного ретро-футуристичный дизайн не совсем вписывается в мой сетап. В итоге я решила заказать себе эту лампу. Я очень часто видела ее на красивых фотографиях в Пинтересте и подумала, что из всех девайсов от Divum у этой лампы самый нейтральный дизайн. Помимо самой лампы идет кабель. Кстати, он очень стильный, такой серебристый, и инструкция. При нажатии на большую кнопку лампа переключает режимы. Можно выбрать статичный цвет или градиент. А если эту кнопку крутить, то меняется сам цвет. Сзади находится разъем Type-C и кнопка для регулировки яркости. В принципе, все интуитивно понятно. Ощущается лампа очень качественно, и материал, и сборка на высшем уровне, и упаковка выглядит интересно. Поэтому, как по мне, это отличный вариант для подарка. Думаю, такой лампе обрадуется любой любитель гаджетов или просто фанат милых и уютных вещей. Далее давайте распакуем Blind Box по небожителям. Я в какой-то момент поймала себя на мысли, что моя полка выглядит немного несправедливо, потому что на верхней полке, там, где все посвящено магистру дьявольского культа, уже целых 2 фигурки. А здесь, кроме этого шикарного артбука, пустота. И мне очень хотелось это исправить. Я довольно долго искала коллекцию, которая бы мне понравилась, и в итоге остановилась на этой. Мне понравились буквально все фигурки, и я не смогла выбрать только одну, которую я хочу. Хотя была возможность заказать уже вскрытую коробку и точно знать, что внутри. Я решила не лишать себя этого маленького момента сюрприза и просто доверилась продавцу. В итоге мне попался Хуачен с белым лисом, сидящий на дереве. Очень красивая и спокойная композиция, прям хочется разглядывать каждую деталь. По цене фигурка не самая дорогая, но выглядит очень хорошо. Аккуратная покраска, приятный материал. За свою стоимость это отличный вариант. Ну и раз уж у меня весенний сетап, я просто не могла пройти мимо растений, пока что искусственных, но все равно создающих нужное настроение. Я заказала небольшую лиану, мне сразу понравился ее оттенок. Зелень здесь не яркая, не кричащая, а более приглушенная и спокойная. В итоге я поставила ее на настенной полке. Смотрится очень уютно и добавляет жизни, но при этом не перетягивает на себя все внимание. Держится, кстати, хорошо, без каких-либо утяжелителей, что приятно удивило. Единственный момент, она не очень длинная, так что лучше сразу учитывать это, если вы хотите более спадающий эффект. А в этой посылке у меня не что-то необычное, а скорее более практичная. Это подставка под запястье для клавиатуры. Я выбрала в виде крыльев. Знаю, что есть много людей, которые прям ненавидят эти подставки и не понимают, зачем они нужны, и считают их неудобными. Я, как вы видите, не в их числе. Я постоянно юзаю эти подставки, так что они даже затираются до дыр. Вот насколько часто и активно я ими пользуюсь. Для меня это лучше, чем если бы руки постоянно ёрзали по твердому столу или коврику. И помимо этой практичной части, мне нравится просто, как они визуально смотрятся на рабочем столе.
Недавно, листая Pinterest, я наткнулась на такого прикольного мини-робота. А точнее сказать, это будильник с различными эмоциями. У него есть дисплей, ушки с подсветкой, динамик, Type-C разъем для зарядки и кнопки. Давайте поподробнее на них остановимся. С помощью этой кнопки можно установить точное время, а именно нужно зажать эту кнопку и далее, выбирая часы и минуты с помощью плюса и минуса. С помощью двух верхних кнопок можно настроить два разных будильника, а эта кнопка выбора рингтона. Вот такие 5 рингтонов имеются в наличии. Громкость также можно регулировать с помощью плюса и минуса. Если зажать верхнюю кнопку, можно настроить яркость ушек, а также он умеет считывать температуру в помещении. Про функционал вроде бы все рассказала, теперь перейдем к эмоциям. Он умеет вас приветствовать, когда вы ставите его на зарядку. Если вы его поднимете, ударите или погладите. Короче, если решите как-то повзаимодействовать с ним, он выдаст одну из этих эмоций. Удивленные глаза, сотрясение или сердечко. Скорее всего, у него просто нет таких сенсоров, которые бы смогли точно уловить ваш жест. Поэтому он выдает рандомную эмоцию. Ну а что вы хотели за 1000 рублей? Ну и это даже интереснее, что его реакция непредсказуема. А следующую вещь я уже очень давно хотела, но руки не доходили заказать. Как вы уже поняли, это светильник в виде тостера. Я уверена, вы миллион раз видели такой, или он у вас даже есть, потому что он очень популярный. Мне он нравится своим теплым светом и цветом самого светильника. У него очень приятный зеленый оттенок, и вообще он очень милый. Ну что ж, вот и подошли к концу мои распаковки на сегодня. Спасибо большое за просмотр и обратную связь под моими видео. Я это очень ценю. Все ссылки на товары будут, как всегда, в моем телеграм-канале. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Увидимся в следующем видео.